Будем читать стих Откровения, 3 глава и 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечеровать с ним, и он со мной. Аминь». Еще в это время хотелось бы обратить внимание на этот стих. Для нас, кажется, этот стих говорится к людям, которые не знают Господа, которые не примирились с ними. Часто во время призывного служения иногда цитируют этот стих. И это так, потому что если нету Бога, если нету Иисуса Христа в сердце, значит, Он наружу, и это правильно. Но также мы знаем, что этот стих написан к церкви. Вот мы только что пели песню о церкви, о живую, которых Господь открылся. И этот стих тоже говорится к церкви, которая, возможно, она больше отрицательная церковь, ладикийская, но это церковь. И там были люди раньше или на данный момент, которые еще знали Господа, и Бог к ним обращается. Такой стих, он записан, и поэтому, если он говорился к церкви, то он и говорится сегодня к нам. Я на этом стихе размышлял некоторое время, несколько недель, и на интернете спрашивал некоторых, что вы думаете. Один брат говорит: Денис, а ведь этот стих говорится к церкви. И я подумал, действительно, к церкви, но как это понять? Этот стих говорится только вот, когда мы здесь собираемся, и Господь стучит к нам через Слово Божие и отвечает, или пятницу, или воскресенье, а следующие дни этот стих, уже церковь есть, и следующие дни. Поэтому этот стих звучит к церкви и каждому отдельному члену церкви, потому что мы являемся церковью каждый день, даже тогда, когда мы здесь не собираемся. Несколько слов об этом послании, хотя мы будем размышлять только об этом стихе. В начале этого послания Господь говорит в 15 стихе: «Я знаю твои дела». То есть Господь говорит сегодня ко мне: «Я знаю твои дела». Он знает мои дела, и это должны мы всегда помнить, что Он знает наши дела, то, что мы делаем, наши намерения и так дальше. 7-17 говорит: «Ты думаешь, что ты ни в чем не имеешь нужды». Ты так думаешь, что ты не имеешь нужды. В 18 стихе говорит Господь: «Я советую тебе что-то купить». У Господа есть советы и к нам, и в данный момент мы хорошо помним, о чем здесь говорится. 19 стих говорится: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Оказывается, когда обличение или наказание – это одно из доказательств Божьей любви. И 19 стих говорится: «Итак, будь верен и ревностен и покайся». Интересно, что этой церкви Господь не сказал конкретного какого-то греха, который они делали. Они много что было не так, но вот говорит, как другой: вы попали в какую-то ересь, не говорится, вы что-то то, не говорится. Но говорится: будь ревностен, не покайся. Интересно, что в этой церкви, наверное, столько было грехов, и если они ревностные, они знают, о каких грехах идет речь. Нам не обязательно с кафедры говорить: ты покайся в этом, но когда звучит призывная проповедь, мы очень хорошо знаем, о чем говорится. И 20 стих говорится: «Се стою у двери и стучу». И последние стихи: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». Здесь все-таки Господь дает надежду, что были или будут побеждающие. В истории мы понимаем, что этой церкви там сейчас нет. Какая история этой церкви, что случилось, кто покаялся, кто открыл двери, мы не знаем. Но сегодня это слово звучит ко мне и к нам. «Се стою у двери и стучу». Только Иисус, Он стучит. Враг, сатана,
все его силы, они обычно врываются. Они пытаются как-то в несознание ворваться, какую-то информацию принести. Но Господь стучит. Интересно, мы хорошо знаем, что такое стук, и если кто-то стучит, наши двери, наше внимание, все становится там. Но Господь говорит, если кто услышит голос мой, я заметил, что больше интереснее, как-то бы хочется слушать стук. Но Господь говорит, кто услышит стук, но будет слышать Его голос. Сегодня мы живем в это время, когда Господь стучит по-разному к нам. Один из больших стуков, когда мы на Слове Божьем можем много читать, но один из больших через болезнь Иову. Там был такой стук, сильный стук был, и он услышал. И Господь имел общение с Иовом, Иов каялся, и Господь обильно благословил его. В нашей жизни стуки тоже бывают разные. Возможно, через болезнь, возможно, через потерю работы и так дальше. Я думаю, что вот то, что в этом году случилось с этим вирусом, это был глобальный стук. Наверное, Господь стучал христианам, неверующим. Он не говорил здесь конкретно о каком-то грехе, потому что независимо люди разные и разные грехи, и насколько важно узнать. Но что интересно, что этот стук, кажется, что люди больше, и мы, христиане, обращаем внимание на стук, на эти ситуации, в которых мир живет, на изменения политики, нежели на голос Его. Не так давно YouTube, мы знаем эту платформу, рассказывал статистику, что больше люди слушали вот этот период необычный. И интересно, что стук, например, как сделать саморобные маски, настолько много людей слушали. И это как-то понятно. Раньше люди не делали маски, сейчас нужно сделать. Настолько много людей искали, слушали. Но что интересно, что намного больше люди спрашивали вопрос и смотрели видео, чем в дома заняться. У кого-то работы не было, у кого-то дети в школу не ходили. Чем дома заняться? Настолько много этого спрашивали. А потом далеко в списке пришла категория, говорит, что много было, слушали промов эфир различных религиозных действий. Интересно то, что за наши церкви большинство они были в прямом эфире, и люди больше слушали вот стук, через который Господь хотел обратить на себя внимание, чем то, что голос Его. Если говорить непосредственно через интернет, мы понимаем, что важнее слушать голос Божий через молитву, через личное чтение Слова Божьего. Но я просто удивился, я внимательно смотрел эту статистику и потом проверил по своему служению статистику за год. Как только начался этот вирус, люди меньше начали слушать. Они прислушивались к стуку. За этих несколько недель или месяц еще раз статистика еще больше падает, потому что люди начали, еще другой стук появился, какие-то изменения, возможно, в нашей жизни, и почему-то не слышат голос Божий. Важнее услышать. Но что интересно, что Иисус говорит, «Се стою у двери и стучу». Он стоит, Он ждет, Он не торопится. Это стихии должны быть утешения. Также я говорил, что это говорится не только первый раз, когда мы пришли к Господу, но здесь говорится, «И буду вечерять с Ним, и Он со мною». Ведь мы вечеряем каждый день, а это доказательство, что Господь стучит каждый день. И Он говорит каждый день. И кто-то открывает дверь каждый день, и он входит к Нему и вечеряет с Ним, или с кем-то не вечеряет.
Многих людей в этой церкви, наверное, они не открывали дверь. И Господь стучал до тех пор, сколько Он знает, нужно стучать, есть еще шансы. Я просто рассматриваю о своей жизни. Вот насколько мне интереснее слышать, прислуховываться, разбираться, кто там стучит, почему такой стук, или в этом стуке, который стучат сейчас много в личной жизни и на мировом уровне, услышать где-то далеко, где-то тихий голос Божий. Иногда, или большинству, это бывает сложно, но это самое главное. Потому что Господь говорит, что Он стучит. Он стучит в двери нашего сердца, в двери нашего разума. И интересно, что буду вечерять с Ним, Он со мною. Именно вечерять, есть много причин, почему это может быть вечерять. Мы помним, когда Бог сотворил день, землю, то Он говорил, и был вечер, и утро, день первый, день второй и так дальше. Вечер – это что-то особое. В тех временах было. Это когда люди садовились, это когда долго они кушали и разговаривали, как день прошел, и делали планы на новый день, на следующий день. Сегодня наше время, вечер или вечера, возможно, совсем другая. Быстренько. Туда-сюда, туда-сюда. Но если еще быстренько и не найти это время, когда Господь стучит, то результаты могут быть печальны. Мы видим на примере этой книги. И вот такими мыслями, которые я размышлял, хотел бы с вами поделиться, что этот стих прежде всего касается каждому из нас. И он касается каждый день. Каждый день Господь стучит. Как-то через кого-то, через брата, через песню, через проповедь, через стих какой-то, или даже через большие стихии. Но Он хочет, чтобы мы услышали голос Его и отворили дверь. Он не врывается. Есть много рисунков, как Иисус стучит в двери, и большинство этих рисунков нету даже ручки. Это просто еще раз показывает, что Иисус никогда не врывается в наше сердце. Он стучит, Он напоминает. И, возможно, мы можем подтвердить в своей жизни, что у нас был день, второй, третий или так дальше, когда Господь не врывался в нашу жизнь. Мы даже, возможно, забыли, потом прошло время, что-то не так, что-то не хватает. И оказывается, Библия уже где-то далеко в стороне, молитвы как-то бы выучены уже, как дети иногда молятся каждый день то же самые слова. И мы тогда вспоминаем, что Господь стучит. И пусть даст Господь нам силы и желания, чтобы в этом мире, в это времена не оказаться этой церкви, которая была как-то бы все хорошо. Их нет конкретного указания на грех. Ведь я думаю, мы же не такие, что-то большое не делаем. Мы члены церкви уже много лет, и никогда многих из нас или всех из нас не сказали, вот ты такой делаешь конкретный грех, тебе нужно покаяться или что-то исключать в церкви и так дальше. Нет, мы, насколько мне известно, мы хорошие, примерные христиане. Но еще, что Господь здесь, этой церкви, не сказал. Он не указал на конкретный грех, хотя много говорил их, что у вас проблемы с зрением, у вас проблемы с одеждой, у вас проблемы, что нету золота драгоценного. Он говорил об этом. Но что он еще не сказал? Что он не похвалил их. Почти в каждую церковь Господь говорил, но ты делаешь это, тебя это есть. Но эту церковь, еще одну, Господь не похвалил. Прошел почти год, вот жатва будет на днях. Если бы мы находились в этой церкви, интересно, Господь похвалил бы меня? Возможно, Он сказал бы,
не указал бы на конкретный грех, кроме того, что это является грех, не пускать Иисуса в свою жизнь, но похвалил бы, и он сказал бы, ну ты так поступаешь, но зато ты ненавидишь учение Николаитов, или ты что-то еще делаешь. Да дал бы Бог, чтобы даже если у нас находится грех, чтобы мы этот грех приносили к Иисусу, просили прощения, и Господь мог нас чем-то похвалить. По крайней мере, в том, что мы можем покаяться и пустить Его в свое сердце. Аминь.